Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Криптомиксер Михалыч. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор MA. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Скользящая средняя – это технический индикатор, который представляет среднюю цену актива за определенный промежуток времени. MA является одним из самых часто используемых индикаторов в трейдинге благодаря своей надежности и простоте. Итак, заходим в меню «Технические индикаторы», «Основной», ставим галочку напротив MA, «Сохранить». На графике появилась линия MA. Мы видим три линии. Каждая линия представляет периоды. Быстрый период со значением 7, средний период 25 и медленный из периодов 99. Эти данные установлены по умолчанию. Если кто-то не понимает, откуда названы цифры, еще раз заходим в технические индикаторы. Основной и видим цифры и какой цвет линии отвечает за соответствующий период. Для определения долгосрочных трендов наиболее распространенные периоды 50, 100, 150 и 200 дней. Для краткосрочных движений промежутки в 5, 10, 20 и 50 дней. Установление периодов связано с количеством торговых дней на бирже, исключая выходные и праздники. Таким образом, в примере с 50-дневной скользящей средней речь идет о 10 биржевых неделях, а с 200-дневной MA о 40 неделях. Самый маленький период в 5 дней обозначает одну неделю работы биржи. Самыми используемыми индикаторами на рынке криптовалют принято считать 50 и 200-дневную скользящую. Сейчас мы выставим эти значения. Главное предназначение MA – сгладить предоставляемую графиком информацию, определив общий тренд актива. Сама по себе линия MA служит лишь очередным средством подтверждения направления движения цены актива. Она также может давать представление о смене тренда. То есть, глядя на наклон скользящий средним, вы можете лучше определить направление тренда. Среди трейдеров часто упоминают паттерны «Золотой крест» и «Крест смерти». Один из самых распространенных фигур пересечения средних скользящих. Золотой крест – ситуация, когда краткосрочная 50-дневная скользящая пересекает вверх долгосрочную 200-дневную скользящую, что принято считать бычьим паттерном. В свою очередь, крест смерти – медвежий паттерн, предполагающий пересечение краткосрочной 50-дневной скользящей вниз под долгосрочную скользящую 200-дневную среднюю. Широкое распространение и популярность вышеописанных паттернов не дают никакой гарантии успеха. Стоит оценивать риски и перспективы только в совокупности с множеством других факторов. Чем выше MA, тем дольше будет длиться новый тренд при пробое ценой данной скользящей средней. Чем выше пересечение ценой 50-дневной скользящей средней означает краткосрочное изменение тренда. Пересечение со 100-дневной MA считается среднесрочным изменением тренда. Соответственно, пересечение с 200-дневной MA свидетельствует о долгосрочном изменении тренда и может говорить о том, что соответственно медвежий или бычий тренд будет преобладать на рынке в течение длительного периода, до месяца или даже квартала. Как правило, если цена криптовалюты выше ее MA, рынок имеет восходящий бычий импульс. Чем больше разрыв между текущей ценой и MA, тем сильнее тренд. И наоборот, когда цена криптовалюты находится ниже MA, рынок имеет медвежий импульс и нисходящий тренд. MA – один из самых простых применений и поэтому популярных индикаторов для проведения технического анализа. В зависимости от целей и торговой стратегии используют различные виды скользящих средних. Простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя, сглаженная скользящая средняя, линейно взвешенная скользящая.
С одной стороны, все MA значительно облегчают определение краткосрочной и долгосрочной цены. Сглаживание ценовой волатильности актива позволяет легко увидеть направление движения цены инструмента. Недостатки. Запоздалый характер. Скользящий средний всегда опаздывает на росте и падении. При резких движениях разница с актуальной ценой может оказаться весьма значительной. Пока скользящая начнет реагировать на изменения, тренд может развернуться в обратную сторону. Только тренд. При боковом движении средняя скользящая может только запутать и не покажет никакого определенного направления движения цены. Ложные сигналы. Высокая волатильность на рынке приводит к появлению множества ложных сигналов на покупку или продажу. Нахождение цены выше или ниже MA не гарантирует, что рынок будет вести себя так же, как и в будущем. Вывод. Скользящие средние с более длительным периодом являются более плавными, чем скользящие средние с более коротким периодом. Использование экспоненциально скользящей средней может помочь вам быстрее определить тренд, но при этом часто возникает множество ложных сигналов. Простые скользящие средние медленнее реагируют на ценовое действие, но уберегут вас от скачков и ложных вводов в позицию. Однако из-за своей медленной реакции они могут задержать вас от совершения сделки и могут привести к тому, что вы упустите потенциальную прибыль. Гибкость использования, то, что делает индикаторы MA действительно уникальны. У пользователя появляется возможность использовать любые комбинации стратегий, базирующиеся на изучении скользящих средних. Можно отталкиваться от пересечения цены с MA, можно опираться на пересечение разных типов MA, либо вообще комбинировать их с другими индикаторами. Вы можете использовать скользящие средние, чтобы определить тренд, точку входа и когда тренд подходит к концу. Скользящие средние можно использовать как динамические уровни поддержки и сопротивления. Один из лучших способов использования скользящих средних – это построение MA с разным периодом, чтобы видеть как долгосрочное, так и краткосрочное движение. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!